Жена, как всегда, когда мимо проходит, у нее начинается истерика, поэтому старайтесь без посторонних эту процедуру проводить. С валидолом это все делаем, потому что ну реально больно срезать такие красивые грозди. Говорят, что типа самые нижние соцветия лучше всего опыляются. Да ничего подобного. Смотрите, вот самый нижний, вот второе соцветие, это уже гроздь, вот третье, вот четвертое. Листья можно осветлять, но давайте так, ягоды подгорают. Всем привет! 9 июля 2023 года. У нас виноград уже весь отцвел. Нам нужно сделать обработку профилактическую от болезней. Это уже обработка по гороху. Это вторая главная обработка, которую мы обязательно должны провести. Но прежде чем делать эту обработку, мы с вами проведем еще кое-какие зеленые операции. Погнали! Как правило, всегда мы проводим подвязку. По мере роста побегов мы делаем подвязку. У меня вот некоторые достигли предпоследней проволоки, некоторые последнюю проволоку и переросли. Это я уже прочеканил. Значит, мы обязательно, так как у нас одноплоскостная шпалера, нет у нас никаких приспособ для свисающего прироста, мы с вами просто берем и прищипываем. Ну или это уже такая ранняя чеканка. Значит, я вот полностью поверху прошелся секатором, все поприщипывал. Значит, обязательно пасынкуем, и верхний пасынок перед прищипкой мы оставляем, чтобы была точка роста. Пасынки мы удаляем, оставляем только один либо два листика, это уже на ваше усмотрение. Потом у нас идут пасынки второго порядка, мы их тоже обязательно прищипываем, проводим обязательно эту работу, чтобы не было загущения, чтобы не пошла как паутина. Она, если запустить это дело, вы потом не поймете, где что у вас растет. Усы. Значит, усы мы все обязательно срезаем, обрываем. Усы постоянно цепляются, они неудобные. Ну и здесь уже усов вы не увидите, я, конечно, все поудалял. Усы очень неудобные. Они берут, сами передавливают побег, гроздь, все что угодно. Поэтому они, во-первых, все-таки забирают какое-то маломальское питание, во-вторых, без усов все-таки удобнее. Ус срезали, он больше в этом месте расти не будет, поэтому лучше от усов избавляться. Ну, вон, смотрите, он сам себя подвязал, куда ему захотел. Ну, тут, благо, еще удобно. Бывает, он и в несколько пучков складывает несколько побегов, поэтому создает, ну, конкретное неудобство. Основное еще, после того, как виноград отцвел, мы обязательно делаем нормировку гроздями. Значит, смотрите, здесь я уже провел нормировку, здесь у меня где-то 2-3 побежка было, да? Здесь совсем слабенький побег. Может быть, даже я потом этот и удалю, если он не будет развиваться. Ну, хотя он до предпоследней проволоки дошел, может, оставлю, еще подумаю. Мощные побеги мы оставляем. Грозди, которые достигают, сортовая особенность у них, килограмм и более, мы оставляем одну гроздь. Если 300-400 до полукилограмма, можно по 2 грозди на побег, чтобы этот побег смог выкормить. Ну вот, смотрите. Тут у меня помощнее немножко пошли, видите? Вполне впечатляющие такие уже гроздочки, ягодки крупные. Это каталония, вот здесь один я оставил, здесь один. Он в районе килограмма по-любому будет. Я пробовал его оставлять по 2, он не тянет, он поздно созревает и так. Он очень капризный к теплу в наших условиях. Но не стоит его перегружать, во всяком случае в Беларуси, по одному. И он выдаст вам по-любому килограмм грозди. Зачем вам 2 грозди по 500 грамм с мелкими ягодами, которые поздно созреют, когда можно получить одну килограммовую, и будет вам счастье. И созреет она рано и наберет все кондиции, сахар и все такое. Ну вот смотрите, Нельсон, который у меня, ну мне показалось, он поджировывал довольно толстый побег. На сегодняшний момент он уже достиг практически верхней проволоки. В общем, у него как-то рост немножко притормозился, потому что я оставил на нем, ну, я всегда перед цветением оставляю все грозди, все соцветия. Вот смотрите. Говорят, что типа самые нижние соцветия лучше всего опыляются. Да ничего подобного. Смотрите, вот самый нижний, вот второе соцветие, это уже гроздь, вот третье, вот четвертое. Так как он у меня уже все-таки не поджировывает, он уже вроде бы пришел в норму, я оставлю на нем одну гроздочку. Нижний вот этот дохлик я по-любому убираю, он мне нужен. Второй тоже уберу, вот я оставлю третий, он более-менее такой симпатичный. Ну, четвертый тоже удалю, мне он не нужен. Все, нормировано, все, красота. Значит, по поводу осветления листьев, да,
Листья можно осветлять, но давайте так, наверное, самые нижние, ненужные, которые уже такие пожухлые, мы их удалим. Здесь как бы ничего не мешает. Бывают листья, они очень загущают, и их немножко так высветляют. Сильно осветлять не будем, потому что когда ягода растет, и если будет жаркое солнце, ягоды подгорают. Поэтому сильно уже не увлекайтесь осветлением. Чуть-чуть осветлили, если совсем уж густо. И старайтесь, чтобы все-таки лист делал тенечек для гроздочки. Тогда будет хорошо. Ну вот, после нормировки, смотрите. Вот это не весь куст, это я просто в кучу тут набросал. Смотрите, какое безобразие у нас осталось. Жена, как всегда, когда мимо проходит, у нее начинается истерика. Поэтому старайтесь без посторонних эту процедуру проводить. Потому что, понятное дело, жалко. И мне жалко. Первые годы, я не знаю, я с валидолом это все делал. Потому что, ну, реально больно срезать такие красивые грозди. Но это, скажем, когда на побеге было там 3-4 грозди, это не самые лучшие. Самые лучшие они остались на кусту. Эти, они бы просто тянули на себя питание, куст бы медленно развивался. Поздно, ну я уже повторяюсь, гроздь бы поздно созревала, хуже кондиции, поэтому вам это не надо. И не жалейте, берите, все лишнее срезайте. На мусорку. Все. Ну вот мой любимчик сорт Аркадия. Смотрите, это самый крайний побег. На крайнем побеге, так как самая мощь идет как раз на последние побеги, можно оставлять по 2 грозди на побег. Тем более у нас здесь гроздочки, видите, они не очень мощные. В принципе, здесь можно оставить и посмотреть, понаблюдать. Он мощно растет, все хорошо, он вытянет. Но в любом случае за ним надо наблюдать. Если коронка, вверху коронка, она загнута, это значит побег растет хорошо. Если выпрямляется, значит что-то не так, значит не тянет. Либо недокормленный, недоеденный, перегруженный и так далее. В общем, наблюдаем. Если все загнуто, все развивается хорошо, все, значит так и оставляем. Но это именно последние побеги. Аркадия, она от килограмма и более. Она достигает там 1,5 до 2 килограмм, может даже и больше. Я у себя таких не видел, но до 1,5 килограмм такие точно были. Остальные все побежки, все грозди я оставляю по одной. Она позже всех у меня отцвела, самая последняя. Но потом уже перед созреванием ягоды хорошо дуются, она мощная становится. Килограмм по-любому будет. Это как пить дать. Ну вот смотрите, по поводу пасынков. Вот у нас пасынок был, я его прищипнул, оставил один листик и пошел пасынок второго порядка. Видите, у него тоже точка роста. Мы его тоже прищипываем и на нем тоже оставляем один листик. Потом пойдет пасынок третьего порядка, четвертого порядка. И всегда мы делаем так. Вот здесь уже тоже был пасынок, потом пасынок второго порядка, он уже прищипнут. Вот с этих почек пойдут пасынки третьего порядка. Будем щипать, как бы сложного нет, потому что много вопросов задают. Я надеюсь, внятно все объяснил. Поэтому обязательно за пасынками следите. Как вычислить на кусту, где пасынки? Потому что на таком объеме листьев трудно. Значит, лист уже темный, да? И когда светленькие маленькие листики, они выделяются из общей массы. Их очень легко вычислить. Вон, видите, он бросается в глаза. Вот пасынок я проморгал. Вот он, видите? Он очень контрастирует, он очень выделяется на общем фоне. Поэтому найти пасынки, не проморгайте их по-любому. Ничего сложного в этом нет. Значит, смотрите, вот это кишмиш венгерский 342. У него гроздочки в среднем по 400 грамм. На один побег я оставляю раз гроздочка, 2 гроздочка. Смело оставляем по 2, лишнее удаляем. Когда растут какие-то непонятные побежки лишние, мы их удаляем в процессе. Все лишнее на рукавах мы тоже удаляем, оно нам не нужно. Оно периодически мы удаляем, оно опять появляется. Рукава должны быть чистые. Кишмиш Юпитер. Значит, у него, как правило, по 3-4 соцветия. Я оставляю во время цветения все, потом после цветения я выбираю по 2. Если, например, в южных регионах оставляют все, что завязывается. В моих условиях все-таки он не вытягивает. Я считаю, что по 2 грозди на побег более чем достаточно. Пишите в комментариях, кто более-менее не в южных регионах. Вот поскольку вы себе оставляете Юпитер, у кого он есть. По 2 грозди или более. И, как у вас это дело созревает. Во время роста ягод мы можем подкормить кальцием. Это те сорта, где ягода трещит.
Ну, ищите у кого что есть. Кальция селитра, там плантофол и мегафол, у кого что есть. В общем, где много кальция, обязательно подкармливайте во время роста ягод. И вторая подкормка перед смыканием гроздей. Ну вот смотрите, как выглядит Алешенькин. Здесь я еще не нормировал побегами, а вот здесь отнормировал. Видите, разница какая. Довольно свободно, сквознячок гуляет, проветривание хорошее. А здесь видите, какое загущение. Это еще по 2, по 3 по 2-3 грозди на побег. Ну вот, раз, два. Это уже соседние, да. В общем, когда мы это все пронормируем, будет примерно выглядеть вот так. Ну вот результат, смотрите. Все гораздо светлее стало, видите? И вот лишнее у нас здесь лежит. В общем, получилось по 2 грозди на побег. Тут по 3 не было. В общем, я более слабые, неудобные, загрошившие, все поудалял. Дубовские розы у меня выдало по одной грозди на побег. Тут нормировать не пришлось. Но, в принципе, опылился неплохо, я считаю. Вполне. Он уже конкретно перерастает. Я уже несколько раз чеканил. В общем, смотрите. Беру, опять чеканю. Оставляю верхний пасынок. Пускай точка роста остается. И вот так сейчас все пройдусь, полностью прочеканю. Ну и смотрите, я покатил траву и замульчировал все. Земля прогретая, все хорошо. Мульча, она все-таки не будет сорнякам давать расти, будет удерживать влагу по мере возможности. Ну, от мульчи для меня только польза. До этого все было у меня под черным паром. В принципе, рост хороший. Черный пар — это все хорошо, но хорошо, когда ты постоянно находишься на участке. Когда ты появляешься тут в лучшем случае раз в неделю, как бы мульча — это спасение. Последний раз я обрабатывал Редомил Голд плюс Топаз, ну и там от грызущих, сосущих, у кого что есть. В этот раз я буду добавлять Скор и Ревус. Значит, у кого есть Ревус Топ, то достаточно просто Ревус Топ. Ревус Топ я делаю вот. Ревус добавляю Скор. Получается Ревус Топ. Ревус у нас от Милдзю, Скор от Аидиума. И еще заметил, что некоторые соцветия подусохли. Это все-таки, скорее всего, пробуждаются на сгнили. Добавлю Свич и от грызущих, сосущих Алатар. Вот у меня такая штучка есть. В принципе, неплохая. Очень много у меня было листоверток. Какие-то там... Кто-то подгрызал листья. Возможно, где-то цикадки орудуют. В общем, на всякий случай я еще добавлю в эту баковую смесь Алатар. Из кормежки можно добавить кристаллон уже желтый. Мы последний раз добавляли кристаллон зеленый, теперь можно добавить кристаллон желтый. Все, народ, надеюсь, ничего не пропустил. Если есть еще какие-то вопросы, пожелания, там, жалобы, предложения, пишите в комментариях. Я их всегда читаю. Всем удачи, пока, хороших урожаев.